Всем здорово! Значит, очень много ребят-стримеров начало интересоваться стример-ботом, и даже те, кто были его ярые противники, теперь потихонечку начинают вступать в ряды фанбоев этой программы чудесной. Вот, ну и, собственно, про что это видео. Есть встроенные функции в сам стример-бот, это подключение канала Твича и Ютуба. Но что делать, если вы мейните такую замечательную платформу, как ВК Видео Лайв, или пытаетесь на нее рестримить? Там ведь тоже есть награды, есть свой бот, например, который пытается все время влезть в чат под названием чат-бот, а вы хотите писать от имени своего бота. Вот, будем сегодня, значит, смотреть, какие вещи, как использовать баллы канала, как отправлять сообщения на ВК Видео Лайв, как триггерить команду с чата ВК Видео Лайв, чтобы на нее отвечал аккаунт бота, и, собственно, как этот аккаунт бота самостоятельно подключить, который, чтобы отвечал с вашей аватаркой там и с вашим названием, какое вы обычно используете на других площадках. Поэтому не будем затягивать долго вступление. Меня зовут Sunrise Child, вы на канале Streamers Magic. Погнали, посмотрим, что там умеет эта программа. Значит, первое, что вы должны сделать, это установить, собственно, сам стример-бот. Если у вас еще он по каким-то причинам не установлен, вперед, ссылочки оставлю в описании. Далее вы устанавливаете интеграцию мини-чат. Все это я объяснял в видео. Единственное, что изменился небольшой нюанс, скачивать интеграцию теперь надо непосредственно с Telegram-бота под названием StreamFony. Ссылочку также оставлю в описании. И, все полезные ссылки, давайте договоримся, что будут в описании. Приходите, либо в закрепленном комментарии под видео. Вот, устанавливаем, значит, стример-бот, устанавливаем интеграцию, устанавливаем мини-чат. Если у вас по каким-то причинам эти чудесные программы и плагины, если можно так выразиться, не установлены. И вот это вот хозяйство у вас все открыто. Запускаем мини-чат до OBS, всегда помним это. OBS запускаем неважно когда после мини-чата, и стример-бот тоже неважно когда после запуска мини-чата. Вот. Первое, давайте попробуем убедиться, что у нас все работает, что все подключено, что наш стример-бот видит какие-то события, которые происходят на вашем канале ВК Видео Лайв. Для этого переходим в чат трансляции. В моем случае это будет панель ВК Видео Лайв, да. Здесь пока оставляем, делаем в стример-боте Action, правой кнопкой добавить. Пишем название Action Test, например, да. Группу можно не вбивать, вот тест, и правой кнопкой, если у вас подключена интеграция и аккаунт, да, не забывайте, что аккаунт надо тоже подключить. Об этом есть отдельный у меня гайд про мини-чат. Нажимаете шестеренку, здесь находите имя ВК Видео Лайв, жмете цепочку и по цепочке подключаете свой основной аккаунт. Далее, как подключить бота, чуть позже. Вот. Берем, значит, тест, создаем здесь кастом, мини-чат должно у вас появиться, и вкладка должна быть ВК Видео Лайв. Если ее нету, значит, что-то вы проверьте на актуальность сам стример-бот версию, проверьте на актуальность интеграцию, проверьте на актуальность мини-чат. Вот. И создаете событие ВК Видео Лайв месседж. На любое сообщение проверим. Теперь отправляем в ВК Видео Лайв сообщение, тест. Переходим в команду Action Queues и Action History. Вот видите, нету. Значит, нам надо сходить и проверить, есть ли соединение у стример-бота с мини-чатом. Очень прекрасно, что у меня так вышло. Проверяем WebSocket. Видите, первое, да, что соединение с мини-чата со стример-ботом по цепочке. А потом соединение мини-чата с платформой ВК Видео Лайв. Как мы видим, оно пришло из мини-чата, значит, тут все в порядке. Поэтому проблема на соединении между мини-чатом и стример-ботом. Вот, правой кнопкой увидим, что после установки интеграции нужно ставить галочки автоконнект
и Reconnect после каждого обновления, да, и жать Connect один раз, если галочки стоят. Все, теперь при открытии будет все время коннектиться. Еще разок проверяем, пишем отсюда прям с платформы тест. Проверяем, в мини-чате появилась вторая надпись тест, и идем в StreamerBot во вкладку Action Keys и в Action History. И как мы видим, наше событие сработало. Вот, для тех, кто не понимает, в чем мы там за Action Keys заходим, база по StreamerBot, выдаю базу по StreamerBot у меня на канале, видео, welcome к просмотру. Вот, собственно, лучше, конечно, ее сначала посмотреть, а потом на это видео перейти обратно. Вот, идем сюда, все, тест работает. Теперь давайте создадим какую-то команду. Команды здесь создаются, удалим. Пусть будет у нас, например, восклицательный знак ТГ, любимый 7 пример. Вот, назовем это так, чтобы не теряться. Группу. Все, давайте, ребят, договоримся, у себя будете структурировать, чтобы потом не путаться, когда у вас экшенов станет очень много. Группу называете, например, команды. Так. Команды для всех. Ну, то есть команды можно ставить для модераторов, есть команды для випов, есть для отдельных каких-то категорий. Но в рамках данного примера мы будем делать команду для всех. Для этого дальше мы переходим на Action, кликаем. Здесь правой кнопкой Core и Commands. Вот. Здесь сделаем Commands Triggered. Это означает, что мы сейчас создадим команду, которая при триггере будет вызывать наши саб-действия. Жмем Create, жмем восклицательный знак Т. Ну, я у себя не буду ТГ писать, потому что, скорее всего, у меня есть, поэтому телега напишу. Вот, это наименование. Здесь вообще можно не заполнять, но для более понятного, да, там команда для всех, например, можно писать. Восклицательный знак телега. Вот. Через Enter можно вводить несколько команд, если вам надо однотипные. Все, окей, жмем. Здесь allow для всех делаем, доступ для всех, модераторы VIP неважно, это не трогаем. И здесь тоже группы никакие не перемещаем, просто по умолчанию все ставим вот так, как есть. Все, ок, жмем. Единственное, можно сделать кулдаун глобальный, да, чтобы не спамили особо. Вот, жмем ОК. И вот у нас создана команда. Если что, подредактировать ее можно во вкладке команды. Значит, для того, чтобы отправить сообщение, немножечко другой способ, чем на Twitch. Поэтому могут у некоторых возникать проблемы. Здесь стандартного, так скажем, ПКМ и отправить здесь ВК вы не найдете. Поэтому немножечко исхитряемся и отправляем сообщение. Немножко не так будет выглядеть, но anyway, очень все просто. Значит, здесь делаем, нам надо сначала назначить аргумент. Вот здесь правой кнопкой Core Set аргумент. Вводите здесь в поле имя переменной, пишите message, потому что сообщение. И значение — это то сообщение, которое мы будем отправлять на платформу. И в поле value будет сообщение у нас, то, которое мы отправляем на платформу. Например, мой ТГ. Вот так вот. Ну и можно смайлики тут какие-то текстовые, да, добавлять или эмоджи. Все поддерживается. Автотайп галочку снимаем, ок, жмем. Галочку можно снимать, можно не снимать, как хотите. Вот. И дальше, внимание, Core, C# и Execute Method надо нам выбрать. Method, точнее, да. Выбираем. Здесь ищем mini-chat collection. И выбираем здесь Send Message Reply. Либо Send Message. И Send Message Reply — это мы ответим конкретной платформы. В нашем случае с ВК, если команда придет. Если у нас команда сейчас на Twitch подключена, галочку не сняли там, да, на Twitch. То есть она будет обрабатывать на Twitch. И, да, собственно, нам надо отправлять на конкретную платформу. Мы жмем Send Message Reply и будет отправлять на ту платформу, с которой пришел. Важно. Значит, смотрите.
Важное уточнение. Обязательно надо не забывать после того, как вы создали команду и применили ее, да, здесь вот, нажимать Save. Это очень важно. Или Ctrl-S. Есть еще множество всяких хоткеев в стримерботе, и эти хоткеи вы можете у меня посмотреть в телеге. Я там специальный постик в гайдах сделал по хоткеям, чтобы удобнее было лавировать так между экшенами. Теперь давайте проверим телега. Ожидаем. Вот, пожалуйста, мой бот ответил, точнее, я ответил зрителю на ВК Видео Лайв. На другие площадки это сообщение не отправлялось. Это что касается обыкновенного ТГ, да, там, и давайте теперь добавим какое-нибудь просто временное событие. В целом все так же просто, как и на другие, ну, на Twitch. Делаем, допустим, дупликейт, дублируем данную команду, например, отправляем ее в другую группу, таймеры, и называем, например, ТГ. ТГ по времени. Название можно по-русски писать здесь. Удаляем команды правой кнопкой Core Timed Actions. Здесь, если хотите отредактировать таймеры, они немного в другом месте находятся. Сейчас покажу. Ну вот, создаете таймер, называйте его как удобно, например, показа телеги. Старайтесь, чтобы интервалы не совпадали с другими интервалами экшенов, да, временных этих вот таймеров, да, иначе будет по 2 сообщения писать, поэтому пробуйте как-то по-разному, да. Вот, ну и, соответственно, тут в секундах ставим, ну, например, для примера, давайте 5 пусть поставит, пусть спамит пока этой штукой, все. И принцип только теперь не send message reply, так как он некому отвечать, а здесь поменяем, здесь просто send message. Ищем. Вот, send message ВК Видео Лайв. Все. Теперь ждем 5 секунд и смотрим. Вот видите, начали появляться сообщения. Отредактировать таймер можно вот здесь. Настройки. И здесь немножко далеко это все. Timed Actions. Вот здесь находите названный вами экшен. И можно двойным кликом редактировать здесь. Сейчас я этот экшен отключу, чтобы он не спамил. Давайте теперь разберемся, как использовать баллы канала, чтобы делать либо какую-то красоту у себя в OBS, какой-то эффект триггерить, либо просто чтобы за баллы канала, например, кто-то отвечал, бот тот же самый у вас в чате. Давайте перейдем в настройки, да, вот настройки студии, управление каналом, да, здесь баллы канала, создадим, добавим награду, сделаем тестовую, тест. Описание не важно. Здесь картинками сами знаете, что делать. Добавите картинки, ведете количество. Я для теста единичку сделаю, красную. И все. Сохранить. Вот, награда активна. Проверяем, что она здесь есть. Вот, теперь, чтобы стример-бот увидел данную награду. Сейчас вот я вам покажу, что ее на данный момент нет. Создадим, например, награды. Ну, какой-нибудь, например, тестовая награда. И баллы канала. Баллы канала ВК ВЛ. Вот отдельно у нас группа. Правой кнопкой жмем. Как видите, кастом, мини-чат. И здесь должна в ВК Видео Лайв должны быть награды. Но их нету. Давайте теперь триггернем нашу только что созданную награду. И зайдем в мини-чат, в стример-бот и посмотрим. Теперь, видите, у нас появилась вкладочка Rewards и наша тест-награда. Берем ее в качестве активатора нашего триггера. И какой-нибудь sub-action сделаем. Ну, например, в OBS я не буду делать, да, ничего пока эффекты. Ну, сами знаете, там вкл-выкл фильтров, вкл-выкл источников и прочее, прочее. Вот, поэтому, чтобы показать вам, что это действительно работает,
Отправим то же самое сообщение, что и до этого. Ну, какой-нибудь, типа, награда работает, например. Нажимаем set аргумент, пишем message. В значении пишем любое сообщение. И теперь правой кнопкой опять core, C-Sharp, execute method, mini-chat collection. И мы отправляем send message, например, да. Ок. Вот. Проверяем, работает ли наша награда. Вот, награда работает. Даже без кнопочки сохранить награды работают. Так что, если что, запарились, ничего страшного. Единственное, не забывать после наград тыкать сохранить. Вот, награда работает. Все, с наградами поняли, разобрались. Теперь, как это положено, да, у нормальных уважающихся стримеров, извините, если кого-то обидел, надо, всем, у всех есть желание отправлять подобные сообщения не от своего лица, как от бродкастера, а от лица бота. Поэтому давайте покажу, как подключить у себя на канале бота с вашей аватаркой. Переходим в мини-чат, в настройки, в сервисы вкладка. Здесь удаляем наше текущее подключение к ВК Видео Лайв. Жмем цепочку. Здесь жмете «Войти в другой аккаунт» и вводите параметры, данные, да, вашего бот-аккаунта, который вы, естественно, создали на этой платформе, второй аккаунт. Ну, думаю, это база, не надо объяснять. Вот, создаете, заходите. Все, подконнектились. Он коннектится к своему аккаунту, к своему, точнее, чату там какому-то. Вот, но нам-то надо, чтобы он у нас был. Вот, поэтому мы вводим канал свой, на котором надо сидеть этому боту. Вот, в моем случае канал называется Sunrise Child. Жмем подключить. Вот, убеждаемся теперь, что бот подключен. Отправим награду или еще что-то. Важно сделать бота модератором. Иначе он не будет видеть события, например, трату баллов канала или еще какие-то события, там подписки или прочее. Вот, видите, ответ от моего бота, что награда работает. Вот и все. На этом, ребята, урок закончен, наверное. Если еще какие-то по ВК Видео Лайв есть вопросы, заходите ко мне на трансляцию, либо в телегу. Новую группу создал, чтобы все по полочкам там разложить, чтобы вам удобно было как стримерам ориентироваться в потоке информации, которую я собираю, и в том числе и для себя, для своих работ. Вот, ставьте реакцию на видео, да, лайк, дизлайк, и пишите комментарии, помогло, не помогло, вообще стримите на ВК Лайв, почему не стримите, вот, и полезно ли было видео вообще в целом. Все, ребята, счастливо, жду вас на трансляции или в телеге, увидимся, пока.